В России среднего класса 5%. Как мне вот быть? Мне вот 30 тысяч не хватает. Кабала. Ты точно в локдауне находишься. Дядя, который там возьмет, не возьмет, придет этот, выметит тебя. Нет, и ты живешь в страхе. В жопе. У среднего класса есть накопление. У меня 10 тысяч долларов до сих пор в погребе лежит. Я даже не могу их найти. Мой доллар, твой доллар, мой доллар, твой доллар, мой доллар, твой доллар. Если деньги любят тебя, отвечай взаимностью. Мы часто говорим о богатстве и часто говорим о бедности. И очень редко затрагиваем серединку. А вот как стать тем самым средним классом? Как это сделать? Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Для регионов это, скажем, 70 тысяч зарплата или от 70 тысяч. Да. Для Москвы, наверное, 200 или от 200 тысяч. Вот. Но примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот. Если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс, пока еще. Вот, кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк и им дадут кредит, ипотеку дадут. Но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну вот локдаун — это когда вот всех вот людей в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун, это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку, да? Это вот финансовый локдаун, да? Поэтому если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20%. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Я предлагаю подойти уже к практическим советам. Вот вы назвали цифры, от которых можно считать себя средним классом. Вот как их добиться, какими способами? Есть 3 очень мощных шага. Если сделать все 3, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое — постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большими компетенциями, с большей ответственностью, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе — связи. Ну, связи — это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи — это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат, да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье — быть быстрым и мобильным. Дело в том, что, ну, вот как бы скорость и мобильность — черта, ну, которая сильно решает. Даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас 2 новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстрые. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, хрен его знает. Даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России. Экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. Вот что ты сейчас будешь делать? Интересно, может быть, твоя задница уже сейчас вот над диваном-то и приподнялась. Посмотрим, напиши мне в комментарии, если это так. И вот еще что.
Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, да, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас. Но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, сё. И поэтому вот оно случилось. Да, очень часто такие люди думают: о, рванул, ему просто повезло. Ха-ха, ну да. Знаете, кому везет? Да. Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции, им чаще везет. Это правда. Это статистика. Вы сказали про то, что связи – это не про кумовство, не про то, чтобы найти дядю в «Газпроме», который тебя туда устроит. А почему такой прямо скепсис? Потому что я знаю, что в многих регионах люди так и добиваются успеха. Там вообще, в принципе, другого социального лифта нет. Надо найти какого-то дядю. Лифтера. Надо найти какого-то лифтера. Да? Надо найти лифтера, он тебя посадит в администрацию, глядишь, через 10 лет ты будешь каким-то начальником отдела, и вот она, карьера состоялась. Почему это плохо? Это неплохо. Это прекрасно. Это прекрасно. Вот. И более того, у кого такой путь, я, в общем-то, поздравляю вас. У вас, ну, как знаете, у одуванчика пушинка там, и вас так. Вот. Другой вопрос: что вы будете делать, если у вас такой путь, когда придет другой начальник и сковырнет вас с этого места? Вот тогда у вас будет проблема серьезная, потому что больше вас никуда не возьмут, ну, если этот, конечно, начальник будет из враждебного клана. Нет, если он будет из того же клана, конечно, возьмут и так далее. Но мне не очень нравится этот подход, потому что, смотри, вот от тебя здесь мало чего зависит. Опять есть какой-то дядя, который там возьмет, не возьмет, слушай, придет этот, выметит тебя, нет, и ты живешь в страхе. Почему все люди, которые пошли по этой линии, они живут в страхе? У них никогда нет счастья. Бабки у них есть, теплое местечко есть, но они все в страхе живут. Я настаиваю, что путь, когда от твоих действий, от твоих решений, от твоих сдвигов себя в том направлении, в котором ты решил, зависит, как ты будешь жить, это более крутой путь. Ты управляешь своей жизнью, ты берешь свою жизнь под свой контроль. Вот оно, истинное ощущение защищенности и управляемость качества жизни. Ты можешь себе представить, что если ты едешь вот на машине, да, за рулем, но твои руки лежат не на руле, а жена у тебя вот здесь вот сидит и рулит машиной, что будет? Ладно, если жена, она еще, ну, как бы, нормально все будет. Жена-то как раз нормально. А если там сосед с заднего сиденья вот так вот рулит через тебя, так что? А если этот вообще тот, кто рулит, это вообще хрен знает кто. Что будет? Поэтому тот, кто доверяет управление своей жизнью или контроль своей жизни, хрен его знает кому, тот обычно оказывается в жопе. А должны ли быть у среднего класса накопления и капитал? Средний класс отличается от, ну, так сказать, бедного класса тем, что у среднего класса есть накопление. И те люди, которые говорят: ну вот сколько бы я там не зарабатывал, там 200 тысяч, 300, я все трачу, у меня нет никаких накоплений, я не держу деньги в банках. Но это точно люди, так сказать, видимо так, зарабатывают они уже, ну, выше, как бы, ну, бедного класса, да, а все еще находятся вот среди этих, как бы, потенциальных локдаунов, потому что, ну, подожди, как, случился экстренный случай, болезнь или что-то, где? Опять побираться. Размер резерва, который следует скапливать, ну, чем больше, тем лучше, но есть минимальные требования к резерву. Значит, ну, я его так определю: полгода в жизни без, ну, если ты остался без работы, ты выживаешь. Не только ты, может быть, вся твоя семья. Ну, условно говоря, 1 000 000 рублей надо было, чтобы был в резерве. Вот и все. Кстати, примерно 1 000 000 рублей составляет, по-моему, сейчас гарантированная сумма в банках вот по вкладам. 1 400 000. 1 400 000, да. Вот раньше было 700 000, там потом увеличивали, сейчас 1 400 000, да. Вот примерно такую сумму надо иметь в резерве. Ребят, если у вас до сих пор все еще нет резерва, пожалуйста, 5% минимум, 10% как цель откладывайте с каждого там месячного, недельного заработка, дохода, который у вас есть, чтобы у вас был резерв.
должен ли представитель среднего класса становиться, ну, таким частным инвестором и чуть-чуть уже формировать свой пассивный доход? Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первые 1 400 000 обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем 1 400 000, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да. Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы, индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. Чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов. Только на депозите. Ни в каком золоте, ни в какой банке, там, ни в каких валютах, там, в погребе закопать. Нет. Кстати, шутка такая. Но это не шутка. У меня 10 000 долларов до сих пор в погребе лежит. Я даже не могу их найти. Я как-то пытался. Я не знаю, я где-то замуровал там. Как вам кажется, почему в России настолько незначительная доля людей среднего дохода? Почему у нас так? Российское воспитание и образование, ну, в данном случае позднего Советского Союза и то, что сейчас в России, оно в значительной мере предполагает воспитание послушания. Следует изучать правила и стремиться выполнять правила, которые кто-то придумал и поставил. В результате люди очень послушны и, ну, как бы выполняют то, что им говорят, и не проявляют, ну, инициативы, не пробуют применить свое тело, свой ум, свое сердце, ну, то, что у них есть, по-другому, чем нежели кто-то им сказал до этого. Каббала, своеобразная каббала. То есть люди живут всю жизнь в некой каббале, в неком, ну, как бы самоощущении, что если кто-то их назначит, ну, на что-то, поручит, ну, тогда да, я пойду попробую. А пока он, кто-то, он, третий там, не назначил и не поручил, ну, я не буду пробовать, потому что, может быть, я недостаточно готов, недостаточно обучен и так далее. Ну, то есть, в принципе, большинство людей в России, я подчеркиваю, занижают свои способности. Низкая самооценка у россиян, очень низкая. Чтобы вы понимали, Россия занимает первое место в мире по навыкам, например, чтения, распознавания, ну, вот, например, текста, значит, например, в 4 классе. То есть в целом население, народ в России очень грамотный, образованный и все дела. Но дальше, к 17 годам, к 20 году, там, 25 лет мы имеем, что люди не применяют себя, как могли бы применить, они ждут команды, приказа, ну или пинка. Я удивляюсь, один человек мне пишет в Инстаграм, я иногда почитываю, кстати, вы тоже пишите мне там в директ, может, я прочитаю и даже отвечу. Как мне вот быть, мне вот 30 тысяч не хватает, там, это самая зарплата. Я такой говорю, ну, вот есть работа там 150 тысяч, вахта, ну, вахтовым методом, там, Норильск. Он говорит, нет, вахта 150, нет, я знаю, говорит, эту работу, нам постоянно предлагают, но, блин, это надо куда-то ехать там и так далее. Я лучше вот здесь за 30. Ну, это вот другая проблема. То есть люди назначают себе такой уровень, в котором они живут, что это нормально. Это другая проблема. Ну, привычка. Вот и все. Первое — низкая самооценка. Второе — привычки. Дурные, кстати. Цифр по среднему классу очень много. Что называется, как считать. Кто-то говорит, всем известный человек, что 70% у нас средний класс. Да. В России среднего класса 5%. Меньше 5%. Вот и все. Поэтому, ну, на самом деле я бы хотел, чтобы среднего класса было, ну, там 30%, 40%, 50%, ну, хотя бы половина. Но нет половины. Вот и все. Поэтому это, ну, это беда, это национальная трагедия. Ли Куан Ю сказал,
сразу скажу, я с ним абсолютно согласен. Достойная жизнь начинается тогда, когда как минимум половина людей имеет зарплату $5000 в месяц. Пока нет, режим будет, ну, такой вот, как на плантациях у папы Карла, значит, тростник рубить. Какой нахрен средний класс? Вот поэтому мы живем сейчас в очень зажатом обществе, где угнетение по сути является, ну, таким вот социальной нормой. Конечно, я за то, чтобы среднего класса было больше. Я все сделаю для того, чтобы среднего класса было больше. И это видео я посвящаю тем, кто уже в среднем классе, раз. И я обращаюсь к тем, кто сейчас, ребята, в среднем классе, давайте затянем в средний класс как можно больше людей. Чем больше людей в среднем классе, тем есть значимые предпосылки для изменения вот этого испепеляющего, вот этого жесткого, колючего состояния, в котором живет наша страна. Друзья, каждую неделю я делаю для вас выпуски на YouTube. Моя цель, чтобы вы стали богаче и счастливее. Но я понимаю, что только YouTube недостаточно, и иногда нужно весь день провести вместе, чтобы произошел реальный скачок. Именно поэтому специально для вас я сделал большой бизнес-ивент в Петербурге. Все случится уже 9 декабря, поэтому если ты из Питера, еще есть время успеть купить билет. Но если быть офлайн нет возможности, можно подключиться к трансляции. Все подробности в описании. Я жду тебя. Мой доллар, твой доллар, мой доллар, твой доллар.